доклада, я объединил их в один, чтобы в одном докладе изложить всю логику, по которой я двигался, вот, наверное, 50 лет до сегодняшнего дня. И поэтому, если что-то упустить, то это как-то будет неполноценная информация. Назвал я доклад «Реализация геокосмической программы Spaceway – единственный вектор устойчивого развития земной цивилизации технологического типа». Науке известно сегодня около 2 миллионов видов живых организмов. Из них ежегодно гибнет на планете более 26 тысяч. Часть из них исчезает по естественным причинам, так и происходит эволюция, но все большая часть по антропогенным. Исчезает навсегда та же генетическая информация об этих организмах, ДНК, которую восстановить инженерными методами будет невозможно даже в будущем, так как эта молекула в сотни тысяч раз сложнее, например, Боинга. У самолета несколько миллионов деталей, а в этой гигантской органической молекуле содержится сотни миллиардов деталей, атомов, десятков химических элементов из таблицы Менделеева, структурированных в необычайно сложную и надежную конструкцию, проверенную миллионами лет эволюции, к тому же способную к самопроизводству. Да что там Боинг? Любая простейшая бактерия, просто бактерия, намного порядков сложнее всей техники и всех технологий, созданных всем человечеством за всю свою историю. Интенсивно растет число аллергий, раковых, легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также генетических нарушений и наследственных болезней человека, обусловленных загрязнением воды, воздуха и почвы. Происходит необратимое изменение ландшафта, почв, исчезают леса, загрязняют реки, моря, океаны, интенсивно разрушается озоновый слой планеты, защищающий все живое от губительного жесткого излучения Солнца. Причин негативных изменений, происходящих на планете, множество. Но что же является первоисточником этих процессов? Только поняв это, можно избежать деградации биосферы и человечества как одного из биологических видов, а также определить пути гармоничного развития нашей цивилизации в будущем. По современным представлениям, жизнь зародилась на Земле около 4 миллиардов лет назад. Развиваясь, приспосабливаясь к существующим тогда условиям, живые организмы начали преобразовывать окружающий мир. Эти преобразования были не меньше, чем те, которые происходили с ними по мере их развития и самосовершенствования. Так, на мертвом начале пустынной планете появились содержащие кислород атмосфера, живая плодородная почва, коралловые острова, озоновый слой, современный ландшафт с его саваннами, лесостепями, болотами и тундрой, тайгой и джунглями. Так появилась биосфера, в которой миллионы видов живых организмов, и преобразованная ими планета, именно преобразованная ими планета, за миллиарды лет эволюции идеально друг другу подогнаны. И здесь нет ничего лишнего. На что следует обратить особое внимание. Вся биосфера планеты создана из отходов жизнедеятельности организмов. Кислород и, соответственно, озон – это отход фотосинтезирующих бактерий зеленых растений. Плодородная почва и гумус – все это в свое время умерло, перегнило и перешло через чей-то желудок и кишечник, в том числе через почвенные микроорганизмы земляного червя. Но вот появился человек, который благодаря разуму стал усиливать мощь своих мускулов, органов чувств, интеллекта, начал создавать технику, осваивать технологические процессы. Это произошло давно, сотни тысяч лет назад, когда первобытные люди стали изготавливать примитивные орудия труда и, самое главное, освоили первую технологию с применением огня – приготовление пищи на костре. Именно тогда человек и человечество избрали технологический путь развития, и нам не дано сегодня это изменить. Современная индустриальная мощь земной цивилизации – лишь логическое развитие технократического направления, выбранного не нами, нашими предками. Homo sapiens, объединяясь в локальные социумы, а затем при появлении индустрии планетарную цивилизацию, стал в настоящее время качественно иным – Homo technocraticus. В 21 веке человек технократический фактически сузился до более узкого понятия – человек асфальта, так как большая часть человечества стала проживать в городах. Поэтому территория, равная по площади 5 Великобританиям, сегодня закатана в асфальт и похоронена под шпалами. Эта почва мертва, на ней не растут зеленые растения.
вырабатывающий кислород, который так необходим нам всем для дыхания. Почвы на территориях в 10 раз больших, прилегающих к дорогам, деградированы и загрязнены канцерогенами от выхлопных газов и продуктов износа шин и асфальта. Только автомобильные дороги мира, а их протяженность более 30 миллионов километров, ежегодно убивают на планете около 1,5 миллиона человек. Но есть статистика, там пишут вроде 1 200 000, 1 300 000 человек погибает. Но это лукавство. На самом деле около 1 миллиона человек еще умирают потом в больницах, которые попадают в свод погибших в автомобильных катастрофах. Только автомобили сжигают более 2 миллиардов тонн топлива ежегодно, пропуская через себя, через высокотемпературное горение, более 35 миллиардов тонн живительного воздуха, выжигая при этом из него более 7 миллиардов тонн кислорода. Столько кислорода производит, например, сосновый лес площадью в 2 миллиона 400 тысяч квадратных километров за целый год. А это территория 12 таких стран, как Белоруссия. А только автомобили выжигают столько кислорода. Заводы, фабрики, электростанции, станки, автомобили и иное инженерное оборудование в техносфере, созданное человеком технократическим, являются аналогами живых организмов в биосфере. И они также обмениваются с окружающей средой энергией, информацией и веществом. Поэтому так же, как и живые организмы, неизбежно, это неизбежно, должны преобразовывать окружающую их природу. Только с точки зрения биологии сейчас происходит техногенное загрязнение окружающей среды. С технической точки зрения станок, завод, фабрика, электростанция, автомобиль ничего не загрязняют. На входе в них сырье и материалы, на выходе готовая продукция и услуга, например, энергетическая, информационная и транспортная. И преобразованное исходное сырье за вычетом готовой продукции или услуги, которые, естественно, попадают туда же, откуда было взято, в окружающую среду. Избежать этого невозможно принципиально. Создать замкнутые, абсолютно зеленые промышленные технологии, о чем мечтают экологи, чтобы таким образом решить все экологические проблемы на планете, также принципиально невозможно. Это невозможно. Это примерно то же самое, как искать способ запретить корове наряду с необходимыми нам продуктами, мясом, молоком, вырабатывать также отходы, мочу, навоз, метан и СО2. Даже биосфера в целом не является замкнутой системой. Она открытой системой, поэтому преобразила ранее мертвую Землю. Замкнутой является лишь система Земля-биосфера. Но даже и эта система не совсем замкнута, так как поглощает энергию Солнца и космическое излучение, космическую пыль и метеоритное вещество, излучает космическое пространство, тепло нет, планета постепенно остывает, за несколько миллиардов лет она остынет, техногенный свет и радиоизлучение. Даже вся техносфера, а не отдельный станок, завод или фабрика, в условиях отдельно взятой планеты не может быть замкнутой системой. Техносфера неизбежно будет преобразовывать планету и ее биосферу. Но в какую сторону? Кислород, содержащая атмосфера, не нужна техносфере. Поэтому, например, уже сегодня промышленность и транспорт США потребляют больше кислорода, чем вырабатывают зеленые растения на территории этой страны. А американцы живут долго. Они фактически воруют кислород, обрабатываемый российской тайгой, джунглями Амазонки. В техносфере также не нужна и живая плодородная почва. Поэтому на планете все меньше и меньше плодородной земли, а все больше и больше отвалов, шлака, золы и терриконов. А ведь живая почва по своей сути является иммунной системой всей земной биосферы. Именно здесь начинается пищевая цепочка для большинства живых организмов, и здесь же заканчивают свою жизнь все вирусные заболевания, в том числе самые смертоносные. Именно микроорганизмы, у каждого из видов, которых своя узкая специализация. Человек за всю историю придумал тысячи специальностей. Есть и слесарь, и сантехник, и токарь, и водитель, и летчик, и поэт, и художник. И можно продолжать очень долго эти специальности. Да? Так вот, природа создала тоже узкую специализацию для микроорганизмов. У них тысячи специальностей, тысячи видов, которые в почве создают питание для растений. Это основа жизни, это почвенный микроорганизм. И они создают универсальное питание для растений, гумус, всевозможные растворимые соли гуминовых кислот. Дожди и грунтовые воды вымыли бы все питание с почвы. Другие виды микроорганизмов распечатывают эти своеобразные консервы,
органические соединения, в которых содержится весь набор необходимых для жизни химических элементов, в виде тысяч специфических и очень сложных органических соединений. Они их переводят в растворимую форму и таким образом кормят растения. В гумусе содержится практически вся таблица Менделеева, необходимая для строительства ДНК. А в химических удобрениях, которым пытаются заменить гумус повсеместно, всего несколько химических элементов: азот, фосфор, калий. И поэтому то, что в магазинах мы покупаем и едим, это есть-то нельзя на самом деле. А вот то, что вы сегодня попробуете, это выращено на настоящем гумусе, вот то надо есть. Вы увидите разницу. Человек сотни лет убивает почвенную микрофлору, микрофауну, то есть иммунную систему биосферы, пахотой, минеральными удобрениями, гербицидами, пестицидами, асфальтом и терриконами. И очень скоро биосфера планеты уподобится больному СПИДом с ослабленной иммунной системой, которая может умереть от любой ранее безобидной болячки. Кислотные дожди, смог, повышенный уровень радиации, разрушение озонового слоя планеты – все это следствие существования индустрии. Можно ли замедлить процесс преобразования земной природы и биосферы, но остановить это нельзя. Техносфера занимает ту же экологическую нишу, что и биосфера в целом. Станки, машины, механизмы, технические устройства размещены в толще земли, воды и воздуха и активно обмениваются с ними веществом, энергией, информацией. Экологические проблемы в последнее время обострились лишь потому, что техносфера по своей энерговооруженности, то есть по возможности преобразовывать окружающую среду, приблизилась к биосфере в целом. С биологической точки зрения человеческого, как вид живых существ, есть ребенок, которого родила биосфера, и масса этого ребенка сейчас где-то около 500 миллионов тонн, это столько люди все весят. Из них примерно 350 миллионов тонн – это вода, H2O. Не представляет собой никакой опасности для планетарной экологии с общей массой живого вещества в биосфере около 2,5 триллионов тонн. Из них около 1,8 триллиона тонн – это вода. Так как это составляет по массе всего 0,02%. Потому мы не представляем, как общность людей, угрозу для биосферы. То есть своим обменом веществ и гомеостазом цивилизация, как общность людей, как открытая биологическая система, менее значима для биосферы планеты, чем какая-либо плесень, имеющая большую суммарную массу. Глобальную проблему создает на самом деле гомеостаз совсем другого ребенка, того, которого породил Homo technocraticus. И называется этот ребенок индустрия. Недавно обнаружен еще один виновник глобального потепления – биткоин. Если темпы роста этой платежной системы сохранятся, и суть данной неоптимальной информационной технологии не изменится, то его майнинг в ближайшей перспективе будет потреблять до 100% общемирового производства электроэнергии. Таким образом, не только материальные, связанные с переработкой вещества, но и информационные технологии, в том числе и мобильная связь, не только своим радиоизлучением, но и необходимостью запуска множества спутников на орбиту, наносят все более ощутимый вред окружающей среде. Хотя сама информация и не материальна, но она хранится и обрабатывается на материальных носителях, что, собственно, создает экологические проблемы. Кардинальный выход в сложившейся ситуации только один. Необходимо предоставить техносфере экологическую нишу вне биосферы. Я так долго говорил, что вот сделать такой вывод. Он очень важный вывод. Только разделить в пространстве. Во времени мы не можем разделить биосферу и техносферу. В пространстве можем. И такой экологической ниши на Земле нет. Но она есть в ближнем космосе, на расстоянии всего 300-500 км поверхности планеты. Для большинства технологических процессов идеальные условия. Невесомость, вакуум, неограниченные сырьевые, энергетические и пространственные ресурсы. Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости индустриализации космоса. Для этого человечеству осталось не так много времени, так как по целому ряду прогнозов, о чем я сказал, из-за технократического гнета на биосферу, ее необратимая деградация, а из ней деградации человеческого рода начнется через 2 поколения. Вот точка невозврата. Для технологической цивилизации земного типа. И уже никогда никакие меры не помогут повернуть ее вспять. Человечество не имеет опыта индустриального освоения космоса. Да какой должна быть космическая индустрия? Каковы ее функции, каковы объемы, виды вырабатываемой продукции? Где в основном будет потребляться эта продукция, в космосе или на Земле? Вопросов может быть задано множество.
и на них нельзя дать однозначные и правильные ответы. Любой ответ может быть верным и неверным одновременно. Все будет зависеть от тех конкретных путей развития, какие изберет земная цивилизация в будущем при широкомасштабном освоении космоса. Действительно, объективные причины, отмеченные ранее, должны в будущем переместить сферу материального производства почти целиком в космос. В то же время человечество, как биологический вид, как и любой другой вид живых организмов на нашей планете, является продуктом, именно продуктом 4 миллиардов лет эволюции в земных, а не в космических условиях. Мы идеально подогнаны земной силе тяжести, магнитному электрическому полю Земли, земной родниковой воде, насыщенной необходимыми нам микроэлементами, земным продуктом питания, выращенным на земном гумусе, и еще многому другому земному, о чем даже не подозреваем, но без чего не сможем существовать не только сегодня, но и в обозримом будущем. Поэтому основной потребитель продукции будущей космической индустрии человечества будет находиться на Земле. Это второй важный вывод. Потребитель космической продукции будет жить на Земле. Индустриализация космоса означает создание на орбите условий для производства различных материалов, энергии, машин, получения новой информации, осуществления технологических процессов, научных экспериментов. Поэтому неизбежен значительный грузопоток между потребителем материальной продукции, человечеством, живущим на Земле, и производством этой продукции, размещенным на окруженной орбите, как можно ближе к потребителю, чтобы улучшить космическую логистику. Поскольку человек в первую очередь материален, то потреблением продуктов, как поддерживающих его жизнедеятельность, это пища, вода, воздух, так и индустриальных продуктов, это телефон, компьютер, холодильник, телевизор, автомобиль и так далее, связаны с его эргономикой, размерами, средний рост человека 1,65 м, и массой тела, в среднем это 62 килограмма. Поэтому самое узкое место грядущей индустриализации космоса, когда земная цивилизация может стать поистине космической, это геокосмический транспорт. Даже в самых смелых прогнозах известные геокосмические транспортные системы, ракетоносители, космический лифт, электромагнитная пушка и другие способны перевозить в год всего несколько тысяч тонн грузов по маршруту Земля-орбита Земля, что в десятки тысяч раз меньше требуемых. Менее 1 грамма в год на жителя планеты. Именно геокосмический грузопоток будет определять темпы развития космической индустрии на благо нашей цивилизации, живущей в своем доме на планете Земля. Это как пуповина, которая, только индустриальная, которая свяжет растущего ребенка с матерью. Ребенок – индустрия космическая, а мать – это человечество. И сечение вот этой пуповины будет определять обмен веществ, энергии, скорость роста ребенка. Ну, известно, что у мыши пуповина тонкая, у человека потолще, у слона еще потолще, потому что слон большой. Поэтому годовое душевое потребление промышленной продукции в будущем должно быть соизмеримо с массой человека и привязано к массе человека. Тогда для 10 миллиардов человек, это через 20-30 лет, хотя бы по 10 килограмм продукции, это не так уж много, да? На каждого земного человека это составит в год порядка 100 миллионов тонн космической промышленной продукции. Что не так уж много, если сравнить с более масштабным производством аналогичной продукции земной индустрии сегодня. Если в ближайшее время не будут найдены решения этой проблемы, нашу земную технологическую цивилизацию ждет судьба плесени в чашке Петри. Все ограниченные ресурсы, отравив ограниченное пространство отходами своей жизнедеятельности, она рано или поздно погибнет. Геокосмические перевозки сегодня и в обозримом будущем с помощью ракет будут очень дороги. В самых смелых прогнозах не менее $1 миллионов за тонну. $1 миллион за тонну. Поэтому для реализации программы индустриализации космоса 100 миллионов тонн промышленной продукции. Если опираться на существующий перспективный космический транспорт, потребуется ежегодный бюджет минимум $100 триллионов. Просто безумные затраты для человечества, значительно превышающие сегодняшний мировой ВВП. О экологическом вреде ракет все это знают, но стоит сказать отдельно, так как именно ракетный вектор индустриализации космоса, освоения Луны и Марса рассматривается сегодня специалистами как наиболее приоритетный. Хотя ракеты наряду с озонными дырами создают ионосферные дыры с потоком высокоэнергетических частиц к поверхности планеты, вызывают турбулентность в верхних слоях атмосферы, провоцируют мощные атмосферные циклоны. Вот рассмотрим, кроме всех вот экологических этих проблем, которые создает ракета, только один частный вопрос. Уничтожение озона этим космическим транспортом.
Американский ракетоноситель «Шаттл» за один старт может уничтожить от 10 до 40 миллионов тонн озона, так как в качестве топлива он использует озон-гасящие элементы – азот, хлор и другие компоненты. Кроме того, плазма его реактивной струи имеет температуру порядка 4000 градусов, что почти в 3 раза выше температуры плавления стали, и скорость истечения около 4 км в секунду, 5 раз выше скорости пули снайперской винтовки. Таким образом, практически вся энергия от горения топлива в реактивном двигателе любой ракеты выбрасывается в атмосферу, и только ее небольшая часть расходуется на полезную работу, на подъем груза на орбиту и на его разгон до первой космической скорости. Комплексный экономический ущерб, наносимый планетарной экосистеме ракетными пусками, сложно определить, но частную оценку ущерба, тут очень интересная цифра получается, только от разрушения озонового слоя планеты можно выполнить, если оценивать стоимость восстановления озона не природными, якобы бесплатными и безвозмездными, мол, природа сама восстановит, а техногенными способами. Пусть человек сам восстанавливает озон. Известно, что озон получает пропускание воздуха через озонатор. Основным фактором, определяющим затраты на производство озона, является расход электроэнергии. Лучшие промышленные озонаторы расходуют порядка 10 тысяч киловатт-часов энергии на получение 1 тонны озона. При среднемировой стоимости электроэнергии порядка 10 центов за киловатт-час, только стоимость электроэнергии расходом на получение 1 тонны озона составляет примерно $1000. Таким образом, чтобы восстановить озон, уничтоженный при каждом пуске тяжелой ракеты, слушайте цифры, в количестве более 10 миллионов тонн, только электрической энергии необходимо затратить на $10 миллиардов. Поэтому минимальный экологический налог, который надо вводить и добиваться это через Организацию Объединенных Наций, на освоение околоземного космического пространства с помощью ракетоносителей, и неважно, кто их запускает, русские, американцы или китайцы, должен быть не менее $100 миллионов на каждую тонну груза, выводимую в космос. Налог надо вводить экологически. Никакое перспективное удешевление стоимости пуска ракет, как там заявляет Илон Маск, не сможет снизить себестоимость доставки тонны груза на орбиту ниже отметки $100 миллионов за тонну. Того вреда, в будущем еще более чувствительного, который наносят ракеты нашему общему дому, биосфере планеты. Он общий дом, а не американский или русский. Немаловажным будет и место размещения будущей внеземной индустрии. Она должна быть максимально близкой к потребителю, то есть поверхностью планеты, где будут проживать миллиарды человек. Так как индустрия будет включать в себя огромное количество составных элементов, заводов, технических платформ, электростанций, жилых модулей, то орбиты их движения должны пересекаться. В противном случае может произойти, учитывая высокие космические скорости, цепная реакция разрушения всей системы, принцип домино, что вызовет гибель тысяч людей, обслуживающих космическую индустрию. Избежать такой катастрофы, вероятность которой не равна нулю даже при самой совершенной системе управления, можно только одним способом – размещением космической промышленности в экваториальной плоскости планеты по типу колец Сатурна. Это позволит также легко переходить с одной индустриальной орбиты на другую, так как они всегда параллельны друг другу, и обмениваться между ними сырьем, материалами, энергией, произведенной в космосе продукцией. Это очень тоже важный вывод. Таким образом, принцип освоения ближнего космоса в плоскости экватора существенно отличается от современного освоения космического пространства, где орбиты искусственных спутников Земли и орбитальной станции произвольны и пересекаются друг с другом. Мы все находимся на планете в гравитационной потенциальной яме, из которой можно выбраться, либо поднявшись в бесконечность, либо вылетев из нее с первой космической скоростью, равной 7919 метров в секунду, причем не вертикально вверх, а придя на круговую орбиту. Поэтому космический транспорт был и всегда будет, исходя из законов физики, очень энергозатратным, и именно поэтому он должен иметь КПД максимально близкий к 100%, во избежание глобальных экологических проблем. Например, ракетоноситель расходует в 20 раз больше топлива, чем требуется по законам физики, так как практически всю энергию топлива он подводит не к грузу, а выбрасывает в атмосферу планеты с высокой скоростью. А с учетом предполетных, это получение компонент топлива, охлаждение до криогенной температуры и так далее, и полетных затрат, и потери энергии, аэродинамическое сопротивление, потери нижних ступеней и обтекателей, на изготовление которых расходуется большое количество энергии, общий энергетический КПД ракетоносителя в разы хуже, чем у паровоза Стефенсона, около 1%. При возвращении груза на Землю космический аппарат тормозит атмосфера, поэтому вся его потенциальная кинетическая энергия
выбрасывается в окружающую среду в виде плазменного следа, обгорания теплозащитной оболочки, акустических волн, усиливая экологический вред, нанесенный на начальном этапе геокосмической логистики при доставке грузов в космос. Мы не знаем, каким образом будет развиваться техника в грядущем, так как не знаем предстоящих открытий. Единственное, что можно утверждать с полной уверенностью, какой бы эта техника ни была, она будет подчиняться фундаментальным законам природы. Такие законы, многократно проверенная практика, останутся справедливыми во все времена. В области механики к их числу относятся 4 закона сохранения. Энергии, мы этот закон хорошо знаем, импульса, момента импульса и движения центра масс системы. Кроме кинетической потенциальной энергии, к космическому грузу необходимо также подвести импульс и момент количества движения для вращения по орбите вокруг планеты. Поскольку околоземная космическая индустрия должна создаваться с планеты, я это объяснил, то по законам сохранения лишняя энергия равна 100% минус КПД геокосмического транспорта и обратный импульс, как и отдача от выстрела из ружья, при выстреле из ружья, это плечо отдачи, и момент количества движения, как и момент, передающийся на корпус вертолета от вращающего винта, потом надо второй винт ставить. Все это должно передаваться планете. Ракета, например, передается этой планете напрямую, а через посредника, атмосферу, выбрасывая именно в нее продукты горения в самой уязвимой ее части, в озоновом слое и в ионосфере. Это вызывает турбулентность, атмосферные и ионосферные вихри, и, как я говорил, там озоновые дыры размером с Францию появляются. Главные недостатки ракеты не только высокая температура и скорость истечения реактивной струи, но и сверхвысокая мощность двигателя. Порядка 1 миллиона киловатт на каждую тонну груза. Только вдумайтесь, 1 миллион киловатт на тонну груза. Представьте себе, например, сколько бы стоил обычный легковой автомобиль с двигателем мощностью не 100 киловатт, а 1 миллион киловатт. А ракета вот такая. Как мощность реактивных двигателей, так и ускорение разгона 30-50 метров в секунду в квадрате и более можно было бы снизить в 20-30 раз до приемлемых для обычного пассажира 1-1,5 метра в секунду в квадрате, если бы удалось увеличить время их эффективной работы с 4-6 минут до 120-150 минут. Но это не удастся сделать, опять же, по законам физики, так как уменьшилась бы реактивная тяга при снижении интенсивности горения топлива, которая во время всего полета должна превышать вес ракеты. Поэтому все ракетное топливо сгорело бы, а космический корабль остался бы, даже не шелохнувшись, стоять на стартовом столе. Итак, вот для чего все это говорю. Чтобы описать основные условия, необходимые для индустриализации космоса. Первое условие, требование. Размещение космической индустрии на круговых орбитах плоскости экватора. Второе. Транспортная система должна быть выполнена не как стационарное сооружение, а как геокосмический летательный аппарат. Третье. Летательный аппарат должен быть максимально экологически чистым, самонесущим, принципорным Мюнхгаузена, который, как известно, сам себя спас, потянув за косичку, работающим только на внутренних силах системы без какого-либо механического и энергетического взаимодействия с атмосферой планеты. Четвертое. Теоретический коэффициент полезного действия системы должен быть близок к 100%. Пятое. Обеспечение грузопотока в миллионы, а в перспективе в миллиарды тонн грузов в год. Шестое. Возможность рекуперации избыточной энергии потенциальной кинетической космической продукции при ее доставке с космоса на Землю. Седьмое. Использование для выхода в космос на более экологически чистой энергии, электрической. Восьмое. В процессе геокосмических перевозок импульс, момент количества движения и энергия должны передаваться системой непосредственно на твердую земную кору, без включения в механическую цепочку атмосферы планеты. Девятое. Мощность двигателя в системе при счете на 1 тонну груза должна быть относительно невысокой, не более 100 кВт, как и у обычного легкового электромобиля. Десятое. Ускорение разгона для пассажиров и грузов должно быть комфортным, не превышать 1,5 метра в секунду в квадрате во время всего путешествия на орбиту, и которое должно быть не менее 2 часов, чтобы выйти на первую космическую скорость 7,9 км в секунду. Всем этим 10 основным требованиям отвечает только одно инженерное решение. Оно одно единственное, по закону физики. Это общепланетарное транспортное средство.
АТС, являющийся самонесущим геокосмическим летательным аппаратом, охватывающим планету в плоскости экватора. Особенностью функционирования АТС является то, что выход в космос осуществляется путем увеличения диаметра его кольца и достижения на расчетной высоте с пассажирами и грузом окружной скорости корпуса, равной первой космической. При этом положение центра масс АТС не изменяется в процессе вылета в космос. Он все время совпадает с центром масс планеты. Поэтому штатное движение, подъем на высоту и получение первой космической скорости могут осуществляться только за счет внутренних сил системы, без какого-либо взаимодействия с окружающей средой. То есть это вот современный барон Мюнхгаузен, которого зовут Анатолий Юницкий. Оптимально движущей внутренней силой для АТС является избыточная центробежная сила от ленточного маховика, разогнанного вокруг планеты в вакуумном канале с помощью линейного двигателя и магнитной подушки до скоростей, превышающих первую космическую, до 10-12 км в секунду, в зависимости от соотношения линейных масс корпуса и маховика. Это не очень высокая скорость, она в 1000 раз ниже, например, скорости, приближающейся к 300 тысячам км в секунду, полученной на этих же принципах в современных ускорителях зажженных частиц. Для передачи импульса и момента импульса на корпус АТС при выходе на орбиту с целью получения орбитальной скорости, равной первой космической, необходим второй ленточный маховик, также охватывающий планету. Тогда при торможении первого маховика и его избыточную кинетическую энергию, поскольку линейный двигатель будет работать в режиме генератора, можно будет не сбрасывать в атмосферу, а рекуперировать на разгон в противоположном направлении второго маховика. При получении двойного импульса при разгоне одного и торможении другого маховика будет достигнута максимальная эффективность и максимальный общий КПД АТС при достижении окружной скорости, равной первой космической, на заданной орбите. В одном из докладов это прозвучит, что можем создать систему с КПД 97,5% на этих принципах, а у ракеты 1%. Таким образом, самый экологически чистый космический летательный аппарат, использующий для выхода в космос только свои внутренние силы, имеет с позиции физики один единственный вариант исполнения с 3 основными условиями. Тут 3 основных условия. Первое. Наличие 3 взаимосвязанных кольцевых структур, охватывающих планету в плоскости экватора, с центром масс, совпадающим центром масс Земли, корпуса и 2 ленточных маховиков. Второе. Кольцевые структуры имеют возможность удлиняться при увеличении диаметра в процессе выхода на орбиту на 1,57% на каждые 100 км подъема. Есть такая задачка школьная. Если надеть кольцо на земной шар, диаметром, длиной 40 тысяч километров, то насколько надо удлинить, чтобы мышка пролезла? А почему сантиметр? Это же геометрия. Нет, это сколько? Высоты мышки умножить на 2πr. Так. Поэтому, если мышка сантиметр, на 5-6 сантиметров, и мышка пролезет. Да? Поэтому на 100 километров, чтобы увеличить диаметр, надо 1,57% удлинения. Не так уж много. Это легко достигается. И третье условие. Кольцевые структуры имеют по своей длине линейные приводы, способные разгонять и тормозить их друг относительно друга до скоростей, превышающих первую космическую примерно в 1,5 раза. Там не надо безумной скорости, это порядка 12 км в секунду для маховиков. И сейчас мы увидим все это на экране в виде ролика, который уже визуализирует то, что я сказал до этой минуты, как работает АТС.
Таким образом, вот то, что вы видели, АТС – это геокосмический транспортный комплекс многоразового использования для безракетного освоения ближнего космоса. АТС позволит за один рейс выводить на орбиту порядка 10 миллионов тонн грузов, 250 килограмм на 1 метр длинный корпус АТС, и до 10 миллионов пассажиров, до 250 человек на 1 километр длины корпуса, которые будут задействованы в создании и функционировании околоземной космической индустрии. За один год АТС может выходить в космос до 100 раз. То, что способно сделать АТС за один год, в современной мировой ракетно-космической отрасли потребуется порядка 1 миллиона лет. При этом затраты на доставку каждой тонны груза на орбиту менее $1000 за тонну будут снижены в сравнении с ракетой в 1000 раз. Экологически чистая АТС, работающая исключительно на электрической энергии, позволит реально осуществить индустриализацию ближнего космоса. Для этого необходимо будет закрыть на планете все вредные для земной биосферы промышленное производство, создав вновь на околоземной орбите на новых экологически чистых космоса принципах. Данный шаг откроет доступ к принципиально новым промышленным технологиям за счет использования уникальных космических возможностей, недоступных на Земле. Потрясающая возможность открывается также в области нанотехнологий, информационных и энергетических коммуникаций. Вынос промышленности за пределы планеты радикально улучшит наше общество до питания, наш общий дом, биосферу планеты Земля, особенно в индустриальных регионах, без каких-либо ограничений роста производства. При индустриализации околоземного космического пространства в первую очередь должно быть создано космическое индустриальное ожерелье орбита, транспортно-инфраструктурный и индустриальный жилой комплекс, охватывающий планету в плоскости экватора и имеющий соответствующую длину. Например, для высоты 400 километров 42 567 километров. Начало строительства орбиты с первого запуска АТС. Индустрии, созданную в космосе на благо земной цивилизации, несмотря на автоматизацию и роботизацию, должны также обслуживать и люди, хотя и в ограниченном количестве по сравнению с земными технологиями. В земной индустрии, включая транспорт, энергетику, связь и информационные технологии, трудится сегодня порядка 1 миллиарда сотрудников. Возможно, в будущем эта потребность снизится в 1000 раз, до 1 миллиона сотрудников. Не меньше будет туристов и отдыхающих, так как в космосе можно создать рекреационные комплексы с условиями лучшими, чем на Земле. Поэтому на орбите необходимо будет создавать жилые поселения нового типа, экокосмодома, в которых будут жить, работать, отдыхать, проходить курсы терапии и лечения миллионы человек. В таком доме на несколько тысяч жителей, в небольшом социуме типа деревни, созданном на инновационных принципах, будет воссоздана лучшая часть земной биосферы со всеми необходимыми природными условиями. Атмосферой, разнообразием ландшафтов, живых организмов, почв, биогеоценозов, водных экосистем и другое. Будут созданы также самые комфортные физические условия: гравитация, освещенность в естественном спектре, оптимальная температура, давление и влажность воздуха. Поперечный размер этих сооружений до 500 метров, чтобы не увеличивать чрезмерно их парусность, которая тормозила бы весь индустриальный комплекс из-за наличия на этой высоте газовой среды, хотя и очень разряженной. Например, на высоте 400 километров об атмосфере можно говорить только условно, поскольку плотность у нее очень низкая, почти в 1 триллион раз ниже, чем при атмосферном давлении. Для комфортного проживания людей в космосе необходимы условия, эквивалентные даже превосходящие по качеству земные. Гравитация на орбите будет создана центробежными силами. На более комфортной будет понижена гравитация, подобная той, что на Луне или Марсе, с ускорением свободного падения порядка 2 метров в секунду в квадрате, то есть в 5 раз ниже, чем на Земле. Тогда взрослый человек весил бы примерно 15 килограмм и мог бы летать как птица, если снабдить его крыльями, или мог бы на крышу запрыгнуть с Земли. В космическом доме как сутки, так и год теряет свой смысл, так как он будет совершать один оборот вокруг планеты примерно за 1,5 часа. 16 раз за дневные сутки, проходя восходы и закаты. Поэтому в орбитальном доме должно быть искусственное освещение, а сутки и год могут иметь оптимальную продолжительность, отличающуюся, соответственно, от 24 часов и 365 суток. Например, для большинства современных городских жителей 24-часовые сутки являются навязанными и насильственными, доказательством чего служит регулярное использование будильника. Комфортная освещенность необходима в доме как людям, так и растениям и животным. При этом свет должен быть качественным по спектру,
продолжительным, так как большинство растений набирают силу в цвету только тогда, когда световой день составляет не менее 14 часов. Интенсивным, так как слабое освещение для растений губительно. Идеальный вариант для светолюбивых видов – это освещенность 100 тысяч люкс, как у солнечного света. В любом случае, источником освещения в космическом доме должно выступать Солнце, либо с помощью специальных зеркал и линз, либо путем преобразования солнечного света в электрическую энергию. В космическом доме следует полностью смоделировать биосферу планеты. Надлежит представить во всем разнообразии флору и фауну субтропиков на более благоприятных для жизни климатических зон Земли. В первую очередь микрофлору, микрофауну, то есть почвенный биогеоценоз тысячи видов микроорганизмов. И в космодоме здоровая, живая, плодородная почва – это тоже основа комфортных и безопасных условий, как и на Земле. Именно в почве находится источник иммунной системы человека, микрофлора и микрофауна нашего кишечника. Вот где наша иммунная система, которая в основном считается почвенной. Там живут триллионы микроорганизмов, тысяч видов. Они денно и ночно трудятся, кормят, поят и даже лечат нас. Неспроста многие специалисты называют содержимое нашего кишечника нашим вторым мозгом. Это на самом деле так. Биосфера космического дома должна постоянно вырабатывать кислород, необходимый для дыхания проживающих там людей и животных, производить здоровую пищу, утилизировать гумус, в гумус все отходы жизнедеятельности живых организмов, в том числе и человека. В космосе, как и на околоземной орбите, имеются метеоритная и радиационная опасности, защиту от которых существующие орбитальные станции в полной мере не обеспечивают. У космических аппаратов, летающих на орбите, толщина стенки несущая 1,5 мм, как у чайника. Например, капля воды при скорости 20 км в секунду в состоянии пробить танковую броню. Капля воды. А космическая радиация за несколько дней способна убить человека, так как ее уровень значительно выше, чем на аварийной Чернобыльской АЭС. Наиболее эффективной защитой от этих двух главных космических опасностей являются не сверхпрочные тонкостенные экраны, толстые многослойные преграды, в качестве которых может выступать многометровый слой почвы, находящийся внутри космического дома, а также вода грунтовая в водоемах. Конструктивная часть космического жилого кластера будет представлять собой пустотелую сферу, или цилиндр, или тор, или их комбинации, вращающие вокруг своей оси, чтобы создать гравитацию. Для начальной раскрутки достаточно массивных космических поселений, массой порядка миллиона тонн каждая, их можно выполнить спаренными, размещенными на оси, либо рядом с друг другом, либо размещенными друг в друге, по принципу матрешки. Тогда можно получить любую окружную скорость и, соответственно, гравитацию с помощью электродвигателя, потому что они будут сидеть на одном валу, и можем крутить один дом в одну сторону, другой в другую. Электродвигателем, а не реактивным двигателем, как делают это сейчас. Самой материалоемкой частью дома станет противометеоритная и противорадиационная защита, а также слой почвы. Их суммарная толщина может достигать десятка метров. В доме будут созданы экосистемы водоемов с пресной морской водой. Будет дуть легкий ветерок, вот как у нас сейчас тут. Правда, температура будет получше, чем сейчас. Будут облака, и периодически будет идти теплый дождь. Наклонная часть почвы ближе к оси вращения будет выполнена с горными пейзажами, ручьями, водопадами и соответствующими экосистемами. Воздух в космическом доме будет наполнен запахами цветов и полезными фитонцидами, благоприятное действие которых на организм человека не идет ни в какое сравнение ни с какими лекарствами. Шума не будет, только пение птиц и шорох листвы деревьев. Антировочная масса материалов, необходимая для сооружения на орбите космического дома на 5000 человек, ну, как небольшой поселок, составит около 500 тысяч тонн, в том числе несущая оболочка 2000 тонн, противорадиационная противометеоритная защита 100 тысяч тонн, плодородная живая почва, экочернозем 200 тысяч тонн, вода пресная морская 100 тысяч тонн, воздух 10 тысяч тонн, строительные материалы и конструкции, в том числе для жилищ внутри космического дома 50 тысяч тонн, прочее 38 тысяч тонн. Доставка с помощью АТС всех материалов на орбиту для одного космодома обойдется примерно 500 миллионов долларов, ну, $1000 за тонну, хотя там дешевле будет. Материал для него, включая воду и почву, также будет стоить приблизительно 500 миллионов долларов. Строительно-монтажные работы будут стоить около $1 миллиарда. Таким образом,
Космическое поселение на орбите, в котором смогут жить и работать несколько тысяч обычных людей, обойдется примерно в $2 миллиарда. Это, например, 75 раз дешевле международной космической станции, стоимость которой уже превысила $150 миллиардов. Хотя в ней могут одновременно жить и работать не более 10 специально подготовленных астронавтов, а не обычных людей. Если такой один единственный космический дом начать строить сегодня с помощью ракет, один дом, то только на доставку материалов с Земли на орбиту потребуется 500 лет и $5 триллионов. А же за один рейс сможет доставить материалы и оборудование для одновременного строительства 10 подобных домов. За один рейс. Практически все инженерные решения, применяемые в предлагаемом проекте Spaceway, широко известны, опробированы на практике и реализованы в настоящее время в промышленности. Бюджет проекта составит порядка $2,5 триллионов. Это не так уж много. Если учесть, что годовой военный бюджет США составляет сегодня почти $700 миллиардов. А они этот бюджет тратят на убийство людей. Так, это же военный бюджет. 3 бюджета США и все затраты на вот ту программу, которую я рассказал. При этом технологической базой для сооружения стартовой эстакады будет являться система Skyway, то, что вы видели в экотехнопарке, многие из вас катались там, да, что позволит получить прибыль от проекта уже на начальных этапах его реализации за счет перевозки пассажиров грузов по поверхности планеты. У человечества есть все возможности для реализации этого самого амбициозного проекта за всю историю цивилизации. Например, на сооружение ТС и эстакады вдоль экватора потребуется около 100 миллионов тонн металла. Например, столько же стали выплавляется на планете сегодня менее чем за 3 недели. Это весь металл, что нужен там. И потребуется около 10 миллионов кубометров железобетона. Я такое смешное сравнение нашел, что столько железобетона ушло в одну единственную плотину Саяно-Шушенской ГЭС. Представляете, такое грандиозное сооружение, и нужно столько же бетона, как на одну плотину одной ГЭС. И что, бетона не хватит? Хватит, конечно. Мощность включения ТС в мировую энергосеть порядка 100 миллионов киловатт. Или 2,5 киловатта на погонный метр длины. Это мощность утюга. На погонный метр надо мощность утюга или фена. Или 10 киловатт на тонну груза. Это даже меньше, чем у автомобиля мощность. Что составляет менее 2% установленных нетто-мощностей электростанций мира и равно мощности одного единственного ракетоносителя. Тяжелый ракетоноситель имеет такую мощность, 100 миллионов киловатт. Способна поднять в космос за один рейс не 10 миллионов тонн грузов, а менее 100 тонн. Еще такое сравнение. Например, майнинг биткоина сегодня потребляет больше электроэнергии, чем потребуется для функционирования ТС в будущем. Где-то 6% тратится электроэнергии. А здесь надо 2%. Линейный город с миллионами рабочих мест, построенный на планете вдоль эстакады ТС, в том числе и через океаны, с транспортно-инфраструктурным комплексом Skyway, городским до 150 км в час, высокоскоростным до 500 км в час и гиперскоростным до 1250 км в час, позволит начать коммерциализацию программы Spaceway еще до вынесения земной индустрии в космос. Строенные дороги уже сегодня способны зарабатывать деньги, вокруг них люди могут строить жилье и развивать бизнес. Новый экологически чистый транспорт сделает еще более привлекательной жизнь в зоне транспортной доступности. Структурные транспортно-инфраструктурные комплексы могут дать импульс к развитию ранее неосвоенных земель. Благодаря эстакадам Skyway в самые отдаленные уголки планеты пройдут линии современных информационных коммуникаций, электричество, вода и плодородная почва, а затем и космическая продукция. Ее также придется разводить в разные самые удаленные точки планеты. Поэтому на планете должна быть разветвленная сеть дорог. Причем экологически чистых и безопасных. Вокруг них появится жизнь, из поверхности планеты постепенно исчезнут пустыни. Жилье в горах и на шельфе моря будет престижнее, чем, например, в Нью-Йорке или Париже. Человек и природа станут, наконец, пребывать в гармонии друг с другом. Параллельно будут осуществляться научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по АТС, которые потребуют около 5% до общей суммы инвестиций в проект. Есть надежда, что такая глобальная геокосмическая программа общими целями и задачами объединит вокруг себя все страны мира,
Сегодня нет таких объединяющих программ. Привлечет их к финансированию этого сверхамбиозного проекта, призванного спасти человечество. В силу своих технических особенностей проект напрямую затронет территории десятков стран, в основном расположенных вдоль экватора, а по политико-экономическим – весь мир. ОТС и индустриальное ожерелье вокруг Земли станут незаменимой платформой для перспективного освоения дальнего космоса космическими аппаратами многоразового использования, а также охранным контуром планеты для защиты от космических угроз, в том числе метеоритных. Иначе нас постигнет судьба динозавров. Бабахнет метеорит километров 10, и не будет цивилизации. Его можно перехватить. Срок реализации проекта составит порядка 20 лет с учетом социально-политических, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Мир, составляющий суть нашей технологической цивилизации, создан инженерами. Юрий Михайлович сегодня говорил хорошо об этом. Однако управляется этот мир зачастую другими, вообще-то только другими, теми, для кого во главе угла стоит личное обогащение, теми, кто наивно полагает, что в ситуации, когда планета будет стоять на грани гибели, их могут спасти их деньги, их яхты 100-метровые, их Боинги с противоракетной обороны, их островки не спасут. Они уверены, что вместе со своими семьями смогут укрыться на личных островах, подземных бункерах, на подводных лодках. Но они ошибаются. Планета – одна большая комната, не имеющая там даже перегородок, там прятаться негде. Это одна комната. Когда-то первобытные люди вместе со своими вождями жгли костры в своих пещерах и умирали от рака легких в 20 лет. Они смогли выжить лишь по простой причине. Благодаря тому, что догадались переместить свои примитивные технологии, обычный огонь, за пределы своего дома, своего жилища, пещеры. Так и теперь и мы, земная цивилизация, поучившись у наших предков, первобытных людей, должны сделать то же самое. Должны вынести техносферу за пределы своего общего дома, биосферы. Все инженерные решения для этого шага, обеспечивающие переход человечества на новый этап цивилизационного развития, уже созданы. Не вызывает сомнений, что в ходе реализации проекта общепланетарного транспортного средства необходимо будет справиться с большим количеством проблем и трудностей как в техническом, так и в социальном плане. В социальном плане больше проблем. Однако они ничтожны по сравнению с теми проблемами, которые предстоит решить нашей земной цивилизации, если она хочет выжить и устойчиво развиваться в обозримом будущем. Идеи, которые изменяли мир в прошлом, всегда казались современникам фантастическими и нереальными. Но усилиями инженеров они обретали практическое воплощение. Неужели сегодня, продолжая строить миллионы километров автомобильных дорог и считая ракету единственным ключом к космосу, мы готовы мириться с тем, что нам предстоит переселиться на Марс по цене билета в одну сторону $1 миллиард и там умереть? Не хочется в это верить. Если это не так, и мы хотим жить, то для этого нам необходимо обрести мужество измениться каждому из нас. Мы не получили землю в наследство от наших предков, мы взяли ее в долг у наших потомков. Мы обязаны этот долг отработать, иначе будущего у всех нас не будет. Земная технократическая цивилизация очень скоро, по историческим меркам, очень скоро исчезнет с планеты как неудавшийся эксперимент Вселенной. У меня все. Благодарю вас, Анатолий Эдуардович. Из выступления нам стало понятно, что только Spaceway, только космическая программа – это настоящий глобальный проект, который можно реализовать.